Всем привет, меня зовут Дима. Сегодня я вам расскажу про основу ООП в PHP. Вообще, зачем нужны классы и ООП. Раньше люди писали без ООП в какой-то древности. И когда вы, допустим, пишете очень много кода без ООП, у вас возникает проблема плохой читаемости и масштабируемости, переносимости кода. Трудно какие-то вызывать вещи, потом их нужно еще читать, понимать, что там находится. А с ООП очень легко изолировать какую-то логику. Итак, класс — это вообще тип данных отдельный, а экземпляр его называется объектом. Чтобы создать класс в PHP, нужно написать просто слово класс и назвать. Допустим, у нас будет person. В PHP, допустим, классы, они намного более сложные, намного больше это можно делать вещей, чем, к примеру, в Python. Нет, вещей скорее можно сделать одинаково, просто есть куча дополнительных всяких функций к классам. Есть, допустим, интерфейсы, абстрактные классы, защищенные, незащищенные свойства, методы и так далее. Итак, я создам класс person для начала, для примера. Здесь я создам простую переменную. Пусть будет name. У нас никак не задано. И все. Так же, как и в других языках, в PHP есть конструктор. Это такой специальный метод, который вызывается при создании класса. Допустим, я создам сейчас person, new person. Вот так очень легко создается класс, причем он может быть вот такие. Вот так можно писать, а можно вот так. Если в конструкторе есть какие-то параметры, он создан, есть какие-то обязательные параметры, тогда у нас наш класс нужно обязательно вызывать и передавать какой-то список параметров. Допустим, я создам параметр name, сюда передаю. И здесь я уже пишу this name, который будет равняться name. Причем в PHP есть как обычное свойство, обычное, где-то b не могу найти, что обычное свойство. Также есть еще и статическое, но в принципе я их попозже разберем их. К примеру, будет у нас Дмитрий, вот так будет называться. И теперь у нас есть, теперь мы можем вывести это свойство, вот так, name. Для того, чтобы запустить в PHP Storm, я вот так вызываю все. Укажу по умолчанию интерпретатор. Так. У меня он что-то не подтянулся. Для этого я найду свой XAMPP установленный. У меня там есть PHP. Так. Что-то подвисает. Так. Угу. И тут вызову просто вот передам вот этот файлик. Это вот у вас, если он автоматически не подтянулся. Все, у меня подтянулась PHP. Теперь я могу с помощью встроенного даже этого запускать. Вот у нас выявилось свойство PHP. Ну, в смысле, имя класса, свойство в классе выявилось. Дмитрий. Также я могу в PHP Storm, это вообще IDE-шка, PHP Storm самая такая, на мой взгляд, одна из самых лучших средств разработки на PHP. Здесь очень много всего встроенного есть, можно дополнительные плагины устанавливать. Итак, видите, оно у нас публичное. Также мы можем создать приватное свойство, допустим, пусть будет у нас свойство, не знаю, пусть будет ковод просто вот, не знаю, вот, какое-то значение иметь, пустое по умолчанию, либо можно вот так вообще создать без значения. И здесь, к примеру, мы создадим специальный метод setColor. И
Сейчас форматирую чуть. Угу. Ты нажал форматирование. Здесь this. Так, у нас core будет. Core равен. Я что-то затупил. Написал function. Core будет равен, к примеру, core сюда передаем переменную. Вот так будет. Просто core. И даже сделаю вот так вот. Return this. Сейчас я расскажу, зачем вот это сделал вещь. Дальше я, к примеру, напишу еще set name, потому что это вам пригодится. И сюда просто переменную name везде скопирую. И все. И пока что так оставлю. Set name. Это у нас будут сеттеры, так называемые, которые задают значение свойствам. Она у нас приватная, все нормально. Отлично. Теперь что я делаю? К примеру, я хочу вывести color. У меня это не получится, потому что свойство защищено, у нас выпадет ошибка. Я вот запускаю, видите, fatal. Error. Все упало. Свойство защищенное. Соответственно, в PHP, если стоит private либо protected, мы не можем вызывать эти свойства. Оно, видите, с ошибкой падает. Это как бы защита свойств, как бы полноценных ОП языках есть. Для того, чтобы вывести, я могу, к примеру, конечно, я могу здесь сделать намного еще все проще. Вот так написать. Так, Alt Insert. Ой, блин. Так, забыл тут. Ладно, напишу руками. Но есть генераторы специальные свойств, сразу генерируют методы. Здесь я напишу getColor. И только таким образом я смогу через getColor получить свойство color. Так вот. Причем изначально, если я просто к нему обращусь без задания таких свойств, вот так вот, допустим, оно у нас будет просто null равняться и все. Я нажимаю выполнить. Вот видите, у нас ничего не вывелось, потому что у нас тут null. Здесь я могу написать очень красивую запись, которую вы очень часто будете встречать, если будете работать с ООП языками, PHP, там Java или C++. Вот такое. К примеру, не getColor, а setColor. К примеру, red. setColor red. И теперь что у нас здесь происходит? У нас вызывается функция setColor, задается красный, возвращается this. This это ссылка на текущий экземпляр класса. Это на объект. Я выполняю. И что у нас происходит? У нас выполняется red. Сейчас я для того, чтобы так вот выведу, чтобы у нас строка так. Видите, red. Соответственно, здесь это ссылка. Поэтому, если я, к примеру, создам person 2, вот, допустим, напишу тут Петя, и, к примеру, захочу вывести то же самое. Выведу, только еще перевод строки сделаю. PHP.io это константа, которая переводит строку. Видите, у меня даже подсказочка есть, то, что это перенос строки /n. Во всех языках одинаковый. Так, здесь я, к примеру, color будет у меня не person, а будет у меня gray, пусть будет так. Только здесь я вызываю person 2 и нажимаю выполнить. Видите, у нас свойства в двух разных классах отличаются. Вот таким образом мы и создаем. Также в PHP реализован, как и в других языках, наследование. Для этого создам класс, к примеру, пусть будет так, класс extends person. И все. И, к примеру, здесь я что захочу реализовать? К примеру, я здесь реализую еще какую-нибудь функцию. К примеру, будет public function get name, пусть будет так. У меня есть get name, сейчас посмотрю. Так, нет, get name у меня нет, поэтому я возьму get name и верну здесь this get name. Причем я здесь то есть не get name, а this
name. Так, иначе рекурсивная получится функция. Вот я возвращаю getName. У меня публичное свойство, могу к нему доступ иметь, модификатор доступа есть. Дальше, к примеру, я хочу, чтобы у меня по умолчанию свойство было Дмитрий. Как мне это сделать? Я могу сделать следующим образом. Я могу вызвать public name и написать Дмитрий. Вот так вот. Могу сделать вот таким образом. И теперь у меня, если я создам экземпляр Дмитрий, new Дмитрий, просто вызову. Здесь нужно будет конструктор вызвать. Да, у меня перепишется тогда. К примеру, я отключаю конструктор или, к примеру, ставлю, что здесь у нас свойство... Нет, так у меня не получится, у меня перепишется. Для того, чтобы это не получится, то что у нас есть конструктор. Для того, чтобы переписать, нужно будет вызвать следующим образом. Нужно переписать конструктор. Мы можем сделать таким образом. Так, что я забываю function проставить. Public function. Мы можем либо переписать конструктор, и он будет у нас вот такой вот. Просто ничего, ну, все работает, как бы просто у меня теперь, если я вызову Дмитрий, и то же самое, только здесь напишу, допустим, getName свойство. Вызову метод. Мне, видите, Дмитрий, я вот таким образом смог переписать. Это называется полиморфизм, когда мы переписываем какие-то вещи из родительского класса в дочернем классе. Вот я переписал, видите, конструктор. Либо я могу сделать еще хитрее, могу вот так вот не писать. Могу вызвать parent. Так, это вроде вот так пишется. Parent. Нет, ой, вот так вот. Parent, к примеру, вызову его метод construct и передам сюда вот это значение. А здесь вот, к примеру, вообще вот так закомментирую. Так, комментарий поставим. Это я обращаюсь к родительскому классу и вызываю его метод. Таким образом мы можем обращаться к методам родительского класса. Допустим, мы тут переписали какой-то метод. Допустим, setCore изменили на какой-нибудь другой метод. И здесь мы, к примеру, можем все равно вызвать из родительского класса старую логику метода. Таким образом, у меня вот опять код выполняется, и я полностью как бы опять переписал свойства изначально. Вот таким образом, через parent. Это у нас что касается вот такого наследования. Также есть такое понятие, как трейд. Сейчас я покажу. Очень часто даже с помощью трейтов, называется это композиции, создают какие-то вещи. Допустим, чтобы уйти от наследования, создают трейты. Это такие набор методов какой-то, который мы потом подключаем в класс, и он как бы компонуется. Называется это композиция, если не ошибаюсь. К примеру, мы тут создадим метод get, допустим, getAge, пусть будет getAge, да, вот таким образом. То есть public function getAge. И мы здесь что будем? Мы будем здесь возвращать this age. Вот таким образом. Трейд нужно еще именовать. К примеру, trade getAge. Вот таким образом назовем трейд наш. И у него будет функция getAge и будет функция еще пусть setAge, в которую мы передаем возраст, к примеру. Здесь мы будем задавать возраст, а возвращать мы будем, к примеру, экземпляр текущего класса, для того, чтобы можно было создать красивую цепочку действий. Вот. Дальше, что я делаю? Это у нас мы не можем никак сейчас использовать трейд, и вообще никак не можем, кроме как запихнуть его в класс.
к примеру, мы берем и запихиваем его в класс person. Для того, чтобы его запихнуть в класс, используется конструкция use. И теперь у нас класс person будет иметь вот эти два метода. Для того, чтобы продемонстрировать, я создам еще одно свойство age, к примеру. И теперь смотрите, теперь я могу сделать следующим образом. Я беру person 2, перекопирую строчку, здесь пишу set age. Видите, у меня даже функция, метод появился. Set age, к примеру, 30 ставлю и get age. И теперь что-то мне подсветил. Так, toString get. Нет, все правильно у меня, все правильно. Это просто он как бы, чтобы тип данных ругается. Будет работать. Вот, видите, у нас возраст подсветил, вывелся. Это он просто ругает то, что нету специального магического метода toString. Магический метод тоже отдельная тема, их куча. Ну вот. Есть также еще у нас такая конструкция, как интерфейсы. Кто знаком с C++, там, если не ошибаюсь, вот тоже есть, я уже не помню, вроде есть. Интерфейс. Пишется она. Интерфейс. Что делает интерфейс? Интерфейс. Интерфейс даже переводится как вроде определятор, что-то такое, типа создать интерфейс. Интерфейс — это такая конструкция, в которой пишется, к примеру, какая-то логика базовая. Нет, тут не логика, тут пишется набор функций, методов, который должен создать класс обязательно, иначе его нельзя создать. Грубо говоря, так, определить, к примеру, напишем следующее. Public function, к примеру, color, вот таким образом. И все. Public function color и public function, к примеру, высота. Не знаю, просто вот что в голову пришло. Теперь следующим образом я вот создам еще один класс. Класс тест. Пусть будет таким образом. Чтобы использовать интерфейс, нужно написать специальные выражения. Ну, не выражение, слово implements. Сюда мы добавляем интерфейс. Причем важно понимать то, что в PHP можно наследоваться разом только от одного класса, но можем создать цепочку длинную наследований. Сначала от одного, потом от другого. Либо использовать трейты для компоновки классов разными методами. Создать кучу трейтов и их там по несколько каких-то функций и компоновать. Либо можем использовать еще интерфейсы. Теперь, видите, у меня красным подсвечивается, потому что нужно добавить методы. Вот у меня даже PHP Storm и IDE говорит, добавить методы можно разом. Alt-Shift-Enter. Я добавляю, вот у меня выходят методы, которые находятся в интерфейсе. Вот этим очень хорошо. IDE-шка, она очень такая умная, она как бы ускоряет разработку и меньше ошибок совершаешь и делаешь быстрее. Видите, можно даже по настройке есть здесь, что создать. Можно даже документацию автоматом сгенерировать. К примеру, я нажимаю добавить, и все, у меня добавилось два метода. Здесь я даже могу ничего не делать, пусть будет вот так, эхо color, вот так печататься, так, вот так. А здесь будет у меня эхо hey. И пусть будет даже вот так, без разницы, чтобы красиво все напечатать. Теперь я, к примеру, создаю еще один класс. Так, тест, new test, эхо. Даже не нужно эхо, здесь просто смотрите тест и вызываем color, height, все.
У нас получилась такая красивая цепочка вызовов методов. Теперь я просто нажимаю, и бац, видите, у нас вывелось. Все. Соответственно, таким образом можем очень легко компоновать логику. К примеру, там, при создании чего-то, неважно чего. Я таким же образом создаю на работе всякие логические цепочки. К примеру, для создания видео также создал класс, засунул туда команды fmpeg, написал базовую логику под объединение картинок видео, и у меня там все работает через классы. На этом сегодня все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за внимание. Пока.